Камбоджа – страна третьего мира, и я в ней живу, потому что здесь очень много плюсов. Вы не поверите, но это так. И многие люди вообще не знают, где Камбоджа находится. А многие здесь живут и ни на что Камбоджу променять не готовы. Несмотря на то, что мы как будто в прошлом здесь находимся. И здесь очень многие истории и услуги еще в зачаточном состоянии. Но, тем не менее, плюсов здесь предостаточно. И сегодня я вам о них расскажу. Вы на канале Галя из Камбоджи. Я Галя. Если не подписаны, обязательно подписывайтесь. В комментариях, как мы любим, давайте все обсудим, все кости перемоем друг другу и миру. Так что жду вас там, обожаю ваши комментарии. Лайки ставьте. Поехали! Когда люди вспоминают Юго-Восточную Азию, они вспоминают сразу Таиланд, Вьетнам, Малайзию. А Камбоджа – это какая-то загадочная соседка, такая страна на 2 дня. Да, съездил, храм посмотрел и скорей обратно. А здесь масса плюсов, о которых многие не знают, поэтому Камбоджу уже стоит рассматривать в качестве крутого отдельного государства, в котором можно не только отдыхать, но и жить. И первый плюс, который оценят все, кто живет в Юго-Восточной Азии, это визовая история. Здесь, в Камбодже, я недавно выпустила, кстати, видео отдельное про визы, очень подробно про все виды рассказала, посмотрите, пожалуйста, сейчас кратко рассказываю. Здесь, в Камбодже, визу оформить мало того, что просто и недорого, здесь нет никаких подразделений на государство, да, в отличие от, например, Таиланда. Там для граждан одной страны так, для другой так. Здесь все платят за визу, все одинаково платят. Китайцам есть привилегии, нас это не касается. Так вот, какой огромный плюс. Вы делаете визу здесь рабочую, в основном все живут по рабочим или пенсионным визам. Пенсионный старше 55 лет. Для пенсионеров на счету денег показывать не надо. Это гигантский плюс. И для всех, кто по рабочей визе живет, она делается месяц, 3, 6 или год, и она мульти. То есть вы можете выехать и заехать обратно. Вам для сравнения, чтобы в Таиланде по рабочей визе выехать и заехать обратно, нужно заплатить 1000 бат. Ну, либо оформить мульти-реентри, да, выездной вот этот документ, либо, иначе ваша виза просто сгорит. Ну и стоимость, конечно, это самый классный плюс. Это стоимость рабочей визы и work-пермита. Вот в том видео смотрите про визы обязательно. Я там все рассказываю. Для сравнения, в Таиланде, ну, где-то $1002. А если еще компанию надо открывать, там вообще разориться можно. В Таиланде дешевле не работать, чем работать. Это ж кем надо работать, называется, да? Если вы свой бизнес открываете, то есть мелкий бизнес там и не выдерживает из-за этой причины, потому что, ну, дорого, ну, реально дорого. Надо тогда нормальный бизнес, который все будет это окупать. Конечно, вам повезло, если вы устроились куда-то на работу. Ну, так чаще всего только в школе бывает. Ну, либо вы крутой специалист, вас взяли на работу. Но на каждого иностранца нужно 4 граждан Таиланда по закону нанять. Вот так вот. А здесь вы делаете себе визу и живете себе, и работаете, и ходите, и не боитесь. Еще свое, опять же, мы же моими глазами смотрим на Камбоджу. Я вот когда жила в Таиланде, и были периоды, конечно, и по студенческим визе жила. Я, правда, реально училась, ходила, тайский язык учила в школу. То есть у меня не была виза просто как виза, я ходила в школу, и в английскую ходила, потом в тайскую ходила. Но все равно же деньги как-то надо зарабатывать. И ты всегда боишься, то есть ты всегда на стреме, а вдруг тебя кто-то сдал, а вдруг еще что-то. Здесь ты не боишься, здесь ты чувствуешь себя спокойным, свободным, и это гигантский плюс, особенно после сравнения с другой страной Юго-Восточной Азии. А вот это вот торговый центр, он, я так подозреваю, до ковида функционировал, а вот после уже не работает. И вокруг него, видите, вот маленькие ларечки. Местные тут по вечерам сидят, кофейком балуются, на речку смотрят. Второй плюс, опять же, он у нас бюрократия к документам. Хотя в минусах, кто не смотрел видео про минусы, тоже смотрите, полезное видео.
В минусах я про бюрократию говорила, но это скорее момент оформления. А вообще в Камбодже есть удивительная штука, которая мало есть в странах Юго-Восточной Азии. Здесь есть форма ИП. И в Таиланде, сразу говорю, такой формы нет. То есть вы на себя оформляете свой маленький бизнес, и вы там единственный владелец этого маленького бизнеса, и можете быть даже единственным работником в этом маленьком бизнесе. Поэтому маленькие бизнесы здесь процветают. Вы можете быть пекарем, да, что-то шить, я не знаю, ну что угодно делать, и вы оформляете себе вот ИП. Если у вас уже производство, то это компания, конечно. В Таиланде, например, там только компания, там нет формы ИП, и вам всегда нужен местный человек, а здесь не нужен местный человек. И это все облегчает и решает сразу моментально множество задач. Во-первых, вы легальные, во-вторых, вы платите налоги, и хорошо все. Вот это вот, когда вы легальный, это прям классно. Я почему так говорю? Потому что я знаю, сколько людей нелегально работает в странах Юго-Восточной Азии. Потому что легально, да, проще не работать. Но легально это вообще невыгодно получается. Поэтому работают нелегально, потому что жить-то надо на что-то. Вот приезжает человек, да, молодой, и у него есть 150 тысяч. Вот у него вопрос. Или ему там вложить что-то, чтобы заработать, или ему сделать компанию. Конечно, я не говорю, что надо так делать, я говорю, что так есть. А здесь хорошо. Следующий плюс, вдумайтесь в него хорошенько, это то, что страна сейчас очень активно развивается, и вы можете стать первым. То есть, если посмотреть так масштабненько и глобально, в Камбодже много чего еще нет. И можно приехать из своего 2025-го в наш 2000-й, образно выражаясь, и сделать то, что вы там хорошо делали, потому что здесь этого по факту нет. Есть сразу, конечно, отсюда вытекающие вопросы, а надо ли оно здесь, раз тут жили до этого. Но Камбоджа реально развивается, поэтому надо. Я вам примеры сейчас приведу. Например, мой любимый человек Артем, он выращивает микрозелень, микрогринс, знаете, да, наверное, такие штуки. Так вот, он для нас, мы едим. Там много витаминчиков, мы очень любим, мы едим вот эту зеленушку. Кто знает, тот поймет. И он такой подумал, говорит, давай я по рестикам проеду. Ну, здесь нет микрогринса. Вдруг им надо? Ну, как вы думаете? Конечно, надо. Здесь столько европейцев, которые держат рестораны, что они так обрадовались, ну, наконец-то. Потому что тут только локальная зелень имеется. Да, ее много, я еще так скептически отнеслась. На рынок приди, там за полкопейки все можно купить, любую зеленушку. Но нет, это же другой вид, поэтому, видите, оказывается, надо. Что еще? Ребятки тортики начали печь. Красивые, просто очень. Вот как у нас любят с этой мастикой, со всей, да, вот эту вот всю красоту наводить. Потому что здесь в Азии вообще недавно только тортики хорошие стали печь. Да и то, я называю местный азиатский торт бородинский, потому что там кусок хлеба, намазанный чем-то. Вот это вот что-то сладкое, есть это невозможно, она к зубам прилипает, похоже больше на пластилин. И чтобы там была какая-то прослойка в тортике, ну, такого не найдешь. У нас есть здесь, конечно, европейцы, которые это делают, но вот среди кхмеров их нет. Но они, конечно, распробовали. И эти ребята уже уехали в Пномпень, и уже там большую открыли, у них там человек 20, что ли, работает. В общем, ну, круто развилось. То есть хороший продукт, он здесь нужен. И для нас это кажется, это делают 1 миллион человек, что я туда пойду это делать. А здесь этого нет. Так что вы делаете хорошо, возможно, здесь это тоже очень надо. И можно быть монополистом, можно стать первым. Это плюс. Следующий плюс, который замечают абсолютно все, кто сюда приезжает, это люди. Вы не останетесь равнодушными 100% от камбоджийцев. И это настолько открытые люди, я реально
поражаюсь. То есть люди прошли, мало того, что огонь и воду и медные трубы, они все прошли, все на себе испытали. И у них постоянно улыбка. Это не какая-то радость придуманная, да, потому что надо улыбаться. Они действительно так себя чувствуют. И я обобщаю прям про всех говорю. Я не говорю, что у них нет плохого настроения, не бывает. Бывает, конечно. Но в целом общий градус по стране очень доброжелательный, это бросается в глаза, и очень бросается в глаза, когда вы потом куда-то приедете. Особенно мне вот Северный Вьетнам в этом плане бросился в глаза. Там люди смурные. Там, когда ты на них смотришь, они взгляд убирают в сторону, отворачиваются. А здесь, наоборот, ты им улыбнешься, и они в ответ просто прям расплывают. Какая красивая улыбка у местных. Вообще люди здесь красивые, прям симпатичные, девчонки симпатичные. Уже заметили, в комментариях писали. Да, приятные очень люди, и это огромный плюс, потому что, классно жить не в агрессии вокруг, а в улыбках вокруг. Вот я бы страну улыбок назвала бы Камбоджа. 100%. Следующий веселый плюс – это камбоджийский язык, хмерский язык. Вы повеселитесь точно, я уже рассказывала в других видео и еще буду рассказывать всегда. Очень люблю хмерские слова. Продолжаем учить хмерский язык. Слово «здравствуйте». Вспоминаем город Суздаль и убираем мягкий знак. Ударение на последний слог получилось Суздай. Это привет. Здравствуйте по-другому будет привет. Суздай. А до свидания легко запомнить, не поминайте лихом. Лихай. Суздай, лихай. Легко же? Вот легко, так что слов вы тут нахватаетесь. А веселое слово – это имя. Звучит оно как чму. Но так как У и О созвучные буквы, можно смело говорить чмо, и это будет имя. Так что все мы здесь немножечко с вами. Как ваше чмо? Напишите в комментариях ваше чмо. Чмо Галина, здравствуйте, да? Хочу вам дерево интересное показать. Смотрите, какое дерево. Неприглядненькое, да? И вот вам цветочек этого дерева, видите? Это мухожорка. Смотрите, вот сюда садится мушка, и она его так и съедает все. Вот, а вот потом вот такие вот вырастают на веточках фруктики. Их есть не надо. Их, когда разбиваешь, они пахнут тухлятиной. Мое предположение, что муха переваривается и выбрасывается вот в эти вот плоды. Вот такое интересное деревце. Следующий плюс – это про еду. Я ориентировалась на ваши комментарии, и когда я рассказывала про минусы Юго-Восточной Азии, мне много написали комментариев по поводу, почему вы не включили туда еду, ее есть невозможно, и это очень остро. Так вот, друзья мои, я в Камбодже, и у нас здесь не остро. В Камбодже есть, конечно, острые блюда, но чаще всего они используют перчик в прикусочку. Здесь больше пряная еда. Здесь растет перец черный, горошком, камбодский перец. Один из самый ароматный в мире, он реально очень вкусный. Все остальные перцы, после этого перца он вообще не считается, то есть это все будет не перец. Поэтому здесь пряная больше еда, и вот этот черненький перчик, он везде в блюдах используется. И, собственно, здесь еще очень много европейских блюд. Это же французская колония. И здесь французы местных научили готовить. То есть еда такая адаптированная. Во-первых, здесь пекут хлеб и едят хлеб. У меня вот рядом с домом прям пекарня. Хочу снять видео «Один мой день», да, чтобы вам вот эти вот все местечковые дела сразу показать. Если нравится идея, пожалуйста, пишите в комментариях. Галя, хочу про бытовуху. Я сниму, и это просто видео много дней надо будет снимать, но я это все сделаю для вас. Надо понять интерес. Так вот, пекарня, хлебушек пекут, багеты какие у нас здесь вкусные. А так еще очень много ресторанов европейской кухни, ну и вообще блюда местные, они для европейцев даже не адаптированы, они прям нормальные. То есть да, они не картошка-пюре с котлетами, другое, но они нормально заходят. То есть с кухней здесь прям будет хорошо.
Кто не ест острое, да и не ешьте вы его на здоровье. Хотите, ешьте. Еще один плюс, и владельцы бизнесов в странах СНГ меня поймут. Сколько нужно разрешений и пройти проверок, чтобы что-то открыть? Вот посчитайте, санэпидинстанция, пожарная и еще целая куча всего. И соблюдать все нормы и правила, здесь они просто отсутствуют. Это не значит, что их нет совсем. Они есть, но их минимальное необходимое количество. Их легко соблюсти, и вас не будут ходить проверять без перерыва. То есть вот этого напора со стороны государства здесь не ощущается, его нет, и ты чувствуешь себя достаточно свободным. И это не только разница, когда вы приезжаете сюда в целом вообще, в Азию, да, а даже когда вы в Юго-Восточной Азии приезжаете в Камбоджу. Я сейчас говорю именно о плюсе Камбоджи. Здесь нету вот такого надзора тяжкого от государства. И лицензии тоже, их нужно оформлять, но не скажу, что это просто делается, но тем не менее вы это сделали, и все, считайте свободно. И нету их миллиона количества. Вот что важно. То есть не надо делать, как в Таиланде, например, на радио и на диджея 2 отдельные лицензии. На музыку достаточно одной. Ну, в общем, есть такие нюансы, они облегчают жизнь обычному человеку. Потому что Камбоджа хочет развиваться, Камбоджа не хочет мешать. Делайте наоборот, открывайте. Они все это приветствуют и очень радуются. Еще один плюс – это то, что здесь доллар. И доллар здесь вы снимаете в банкоматах в том числе. Даже я не про карту, которую вы откроете, а вот просто вы приедете. То есть конвертация миллиона здесь не происходит. В банкомате, сразу скажу, если с иностранной карты, у каждого банка своя комиссия, но где-то 4, 5, 6 долларов за снятие. Снимайте сразу побольше, чтобы не платить несколько раз. Но то, что здесь в долларах, это очень удобно. И вот у меня многие туристы пользовались этой услугой, у кого карта за рубежом работает, они здесь снимали новенькие доллары, потому что приезжали со старыми. И их, например, в соседних странах, что во Вьетнаме, что в Таиланде, обменивают по курсу ниже, чем он есть, или вообще не принимают. И они здесь сняли просто в банкомате, и новенькие доллары у них в наличке. Здесь, да, здесь это удобно. У вас все чеки в долларах, у вас все документы будут в долларах. Если вы работаете как-то за границей, то это тоже очень удобно. То есть это плюс. И еще очевидный плюс. Местные камбоджийцы, они очень рады иностранцам. И это, может быть, еще идет с французов, да, страны, которые были колониями, у них другое отношение к иностранцам, более лояльное. Но здесь нету такого, что понаехали москвичам работать не даете. То есть здесь они прям реально рады. Они всегда узнают с удовольствием: о, ты что, живешь в Камбодже, а сколько, а нравится ли? Они так радуются. Когда мы только переехали, мы после Индии еще сюда приехали, были в заточении небольшом в Индии, приехали когда в Камбоджу, и это так удивляло, как они: вы правда сюда жить приехали? А вы чем планируете? О, ничего себе, вот это вы молодцы, как здорово. Ой, если будут вопросы, подходите. И ты идешь к незнакомому, любому незнакомому человеку. Правда, в городе очень многие говорят по-английски, и любой вопрос тебе все помогут. Если он не понимает, он все равно будет стараться, найдет человека рядом, который тебе поможет. То есть здесь нету еще распределения по национальностям. Мы все здесь просто белый человек. А белый человек — это и богатый сразу человек, и умный человек. То есть кхмеры, они прям реально тебя слушают. Вот мне один человек, с которым я консультировалась, мой уже друг, когда был еще знакомый, он уже тут жил, а мы только собирались, он сказал такую вещь: к иностранцам в Камбодже относятся с уважением, и они реально тебя будут слушать. И после стольких лет жизни в Таиланде
где другое, поверьте мне, отношение к иностранцам в глубинном уровне, сверху так незаметно, в глубинном уровне, если там начать копаться, выплывет совсем другие вещи. Я не про всех, но про многих. То здесь вот про всех. Здесь реально меры рады, что иностранцы приезжают и живут здесь. И это приятно, и это располагает. Это очень располагает. Итак, друзья мои, вот такие плюсы на сегодняшний день. О Камбодже я выделила, и еще дописывайте много еще всего. Про буддизм хочется поговорить, вообще про отношение к жизни местных ребят. О том, что вот они все молодые, молодые и перспективные, что они сейчас учатся здесь очень активно. Много учебных заведений, хорошие программы, европейские программы образования. В общем, здесь плюсов просто много. Правда, много. Но самое главное, оно вот это вот внутреннее состояние, когда ты ощущаешь себя на своем месте, когда ты ощущаешь себя дома, когда у тебя нету дискомфорта. Да? Дом у меня много путешествующего человека, там, где я. Не везде, где я хочу, чтобы это был дом. Вот здесь дом, здесь хорошо. Я не говорю, что я вечно буду жить в Камбодже. Я вообще никогда уже не буду ничего загадывать. Все мои планы идут в херову гору. Вселенная надо мной ржет. Поэтому я могу себе что угодно придумывать, а будет так, как оно будет. Вот сейчас это Камбоджа, и я этому очень рада и очень благодарна за это. Вы на канале Галя из Камбоджи. Подписывайтесь, пойдемте комментарии читать, пишите обязательно, лайк ставьте. Всем спасибо, пока-пока.